В большинстве религий вводится понятие Бога. Да, если это слово не используется, то используется какой-то аналог этого слова. В Китае Лао Цзы использовал слово «дао», Будда слово «нирвана» использовал в сакральном аспекте, то это нечто, предшествующее творению, энергетическому явлению. Я этот момент просто хочу рассмотреть, потому что предполагается, что поиск, да, когда мы говорим о поиске духовном, он как раз и связан с исследованием этого вопроса, да, что есть Бог, можно ли его познать, познаваем ли его и так далее. Вот во всех традициях вводится вот это понятие как нечто предшествующее творению, как проявленному аспекту. И во всех традициях, не только в даосизме, Лао Цзы сказал, да, что дао, которое выражено словами, не есть истинное дао. Христиане тоже об этом говорили. То есть в христианстве в раннем понятие Бога соединялось с первопричиной, которая говорил первый архиепископ Афин Дионисий Ареопагит, чувственно непознаваемо и ума непостигаемо. То есть нельзя ни умом представить это, ни постичь чувством. Потому что это явление еще, скажем, это понятие Бог указывал на нечто, что еще до энергии, да, до творения. Творение как энергия. Соответственно, встает вопрос. Если я не могу это почувствовать, да, никаким образом. Если я не могу представить Бога, да, почувствовать Его, вот в этой первичной Его сутевой части, практически Его концепция, она очень близка к концепции материализма, что его не существует, потому что я его не чувствую, да, я не могу его пережить, я не могу его представить. И для сознания, которое исследует этот вопрос, наличие такого Бога практически сводится к просто теоретическому понятию, да, потому что к некой философии. Далее мы можем говорить о первых проявлениях. Так, когда эта сила проявилась, то уже мистики, которые переживали определенные внутренние состояния, говорили о внутреннем свете, состоянии благости, любви и так далее. Это уже проявление, то есть некое качество Бога. И говорилось вот этим первичной форме проявленного. То есть Бог в проявленном виде, Бог в энергетическом аспекте. Тоже это есть во всех религиях. Вот эта вот фаза, то есть когда нечто непознаваемое проявилось как некая форма энергии первичной, обладающая уже определенными качествами. И, собственно, вот эти качества, если мы продолжаемся в медитацию, то сознание может раскрывать. И очень немногие люди, собственно, в молитве, в медитации касались этих первичных измерений энергии, да, божественной.
И, соответственно, если эта фаза тоже не переживается человеком, то Бог становится просто мыслью, идеей или образом. Да, то есть его можно нарисовать, изобразить как-то в том диапазоне восприятия, в котором я могу функционировать. Если я, двигаясь внутрь, не переживаю свет, не переживаю экстаз, не переживаю любовь, да, которую я мог бы назвать атрибутами Бога, то, соответственно, я создаю Бога из того материала, который мне доступен. Если мне доступно мышление, то я могу создать философию о Боге. Если мне доступна какая-то частота видимого диапазона восприятия, могу нарисовать Бога и так далее. Это для меня будет, скажем, заменой тех измерений, которые открывают святые мистики во время медитации.